История 73-летнего судна МВ «Эстория». Это трансатлантический океанский лайнер, который был создан под именем МС «Стокхольм» для компании Swedish American Line. Был спущен 9 сентября 1946 года. Его длина 160 и ширина 21 метр, достигает скорости до 17 узлов, было самым маленьким пассажирским судном, курсировавшим по североатлантическому маршруту, но самым большим, построенным в Швеции. Первоначально предназначен для перевозки в общей сложности 395 пассажиров. Интерьеры были выполнены шведскими художниками. Свой первый рейс лайнер совершил 21 февраля 1948 года и прибыл в Нью-Йорк 1 марта. Океанский лайнер «Стокгольм» продолжал плавать по трансатлантическому маршруту, к которому позже присоединился новое судно МС «Кангсхолм» в 1952 году. В результате ремонта в 1953 году вместимость «Стокхольм» увеличилась до 548 человек за счет заполнения открытой кормовой и носовой части палубы пассажирскими кабинами. Из-за небольшого размера и не очень хорошей управляемости в северных Атлантических морях в холодные месяцы. Компания запланировала на нем периодические круизы, начиная с 1953 года из Маркет-Сити в Северной Каролине в Гавану-Нассау и Бермудские острова. Ночью 25 июля 1956 года в густом тумане в северной части Атлантического океана у берегов Нантакета столкнулись Стокхольм и Андреа Дория, что стало одной из самых известных морских катастроф в истории. Хотя большинство пассажиров и членов экипажа пережили столкновение, на следующее утро лайнер Андреа Дория перевернулся и затонул. В результате столкновения 50% спасательных шлюпок Андреа Дория вышли из строя. Однако ряд суден откликнулись и оказали помощь, что предотвратило массовые человеческие жертвы. 5 членов экипажа «Стокхольм» погибли мгновенно, еще несколько человек оказались зажаты в разбитом носу. Покалеченный «Стокхольм» помог в спасении и в конечном итоге перевозил 327 пассажиров и 245 членов экипажа из Андреа Дория, в дополнение к своим пассажирам и команде. После того, как Андреа Дория затонул, Стокхольм своим ходом отплыл в Нью-Йорк и прибыл туда 27 июля. Там 3 месяца спустя на Вифлеемской верфи в Бруклине была заменена сломанная носовая часть стоимостью $1 миллион. За событиями последовало расследование, и через 6 месяцев между Italian Line и Swedish American Line было достигнуто соглашение. В сентябре 2020 года базирующаяся в Нью-Джерси компания Atlantic Wreck Salvage объявила, что их судно Tenacious обнаружил нос и якоря Стокхольм. Дайверы сделали подтверждение, основываясь на наличии и уникальном стиле обоих якорей, внутренней арматуры носа, смятии обломков в стиле гармошки по той же схеме, что и на фотографиях после столкновения. 3 января 1960 года Стокхольм был передан правительству Восточной Германии, которое переименовало лайнер в Волкерфрендсchaft. Когда в 1961 году лайнер совершал рейсы на Кубу и был одним из 2 лайнеров, направлявшихся в Гавану во время кубинского ракетного кризиса, где за ним подозрительно наблюдали военные самолеты и корабли США. В 1964 году лайнер был передан под управление Свободной Федерации профсоюзов Германии, но большую часть года оно было зафрахтовано для стран Западной Европы. В 1985 году
Его продали панамской компании Neptunus Rex Enterprises. Его имя было сокращено до Воулка, и к концу года он был поставлен на прикол в Саутгемптоне. В том же году лайнер был переименован в Фритьёф Нансен и позже использовался в качестве казармы в Осло для просителей убежища в Норвегии. В 1989 году был официально продан итальянской компанией Star Laura, которая намеревалась переоборудовать лайнер в роскошное круизное судно. Лайнер все еще находился в чартере под названием Фритьёф Нансен и оставался в Осло до 1993 года. Лайнер отбуксировали на верфь в Генуе. Во время переоборудования было обнаружено, что Стокхольм находится в очень хорошем состоянии. Он был полностью переоборудован. Были установлены новые дизельные двигатели, построен новый мост, выдвинувший вперед надстройку. Кормовые палубы были надстроены, что придало ему более современный профиль. Был добавлен большой утиный хвост, существенно изменивший кормовой вид. После завершения ремонта в 1994 году лайнер был назван Ителия Прима. Позже он отплыл как Волта Прима в Кубу. В 2005 году был переименован в Этина, будучи зарегистрированным в Португалии. 3 декабря 2008 года лайнер подвергся нападению пиратов в Аденском заливе. 29 пиратских катеров окружили лайнер, пока над ним не начал кружить патрульный самолет P-3 Орион ВМС США, что заставило некоторых пиратов бежать. Экипаж не допустил пиратов на абордаж, обстреляв их из водометов высокого давления. Никто не пострадал, и лайнер ушел без повреждений, продолжив свой рейс в Австралию. В 2009 году лайнер был зафрахтован немецким круизным оператором Phoenix Raisen и перекрашен в цвета компании. В марте 2016 года лайнер был переименован в История компанией. А с мая 2016 года по март 2017 года был зафрахтован французским тур-оператором Rivages du Monde. На тот момент лайнер являлся последним оставшимся на плаву судном бывшей компании Swedish American Line. Лайнер должен был начать зимний круиз по морю Кортеса с декабря 2019 года, но это плавание состоялось только в январе 2020 года. Судно было арестовано офицерами Агентства морской и береговой охраны Великобритании в июне 2020 года после сообщений о том, что оно собиралось отплыть и покинуть юрисдикцию Великобритании, не организовав репатриацию иностранных членов экипажа, застрявших в Великобритании из-за пандемии COVID-19. Позже лайнер был переведен в Роттердам и выставлен на аукцион с минимальной ценой продажи в 10 миллионов евро. В июле 2021 года лайнер был куплен. Новые владельцы были намерены использовать его для переоборудования в отель. От планов отказались, и лайнер снова выставили на продажу.